Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GvardUA, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Вилляр. Это тот самый Вилляр, который на предыдущих двух стримах устраивал для меня челлендж. И будем сегодня разбирать его игру. Посмотрим, что он здесь нам такого интересного подготовил. Поэтому, ребята, усаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам вечера. И, ребят, сразу перейду к тому, что хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому раз вы перешли на мой телеграм-канал, то обязательно на него подписались, потому что там я веду свой личный блог, пишу по обновлениям этой игры и пишу, когда, соответственно, у меня стримы. Ну и самое главное, это, соответственно, чат комьюнити, в котором мы все переписываемся. Короче, присоединяйся, просто берешь сейчас, подписываешься, присоединяешься, ставишь лайк под этот ролик и, соответственно, тоже подписываешься на мой YouTube канал. Понял? Понял. Все, давай, работаем. Так, ну со старта ему так хорошо идет. Кстати, не заметил, когда ему гоблин-убийца пришел, потому что я здесь с вами так общался, скажем так, в одностороннем порядке. Так что вот. На самом деле ему гоблины пришли со старта, это хорошо. И рубрика все по 2 у него почти. 2 луны, 2 тускара. Будет обалденно, конечно, если ему усиление придет. Взял перчатку. Красава. Так, а не захочет он выйти в 10 монет плюс сразу? Ему просто надо будет одну Мирану продать. Продай Мирану. Продай Мирану. Продай Мирану. Ну. Пустил слезу. Пустил слезу. Ну он в принципе не хочет в экономике сидеть по максимуму. Ладно. Окей, смотрим дальше. Ну, на самом деле хорошие предметы. Кристалл маны плюс 50 ему пригодится в Тинкера, что он и делает. Баф гоблинов у него есть. Кому ты дал перчатку? Там же у тебя Клокверк 700 хп. Алло, кому ты перчатку дал? Перчатку отдай в Клокверка. Короче, я сейчас накомментирую и... Это были 2 последних моих челленджа на предыдущих стримах. Потому что сейчас так игру прокомментирую, что все, Вильяра больше не будет. Он скажет такой: да зачем мне вот это вот терпеть, вот эти вот его комментарии, все такое. Да, пойду-ка я. Не, ну почему ты перчатку не отдаешь, алло? Перчатку нужно отдать в гоблина меха, у которого 700 хп. Вот он, возле Тинкера стоит, если что. Если кто не знает, как работает перчатка, то смотрите. Если призывное существо противника будет иметь меньше хп, чем у владельца перчатки, то, соответственно, перчатка схавает это существо. Если оно схавает это существо на вашей шахматной доске, вы получите еще одну монетку. На самом деле, очень полезный предмет, особенно если у противника есть орк-охотник, и не дай бог он там в 2 звезды собрался, потому что там кабанчик имеет 1000 хп, магический урон, а если там еще и с рогом войны, то там он так плюет, что ну его в баню этого кабана. Это такой дикий кабан, что просто ух. Ой, кстати, темный лорд здесь зарешал прям. Ой, как зарешал. Он еще и баф гоблинов получил. Много кого не добил, к сожалению. Но, в принципе, ладно. Кстати, скинул он мне ролик. Ролик получился с приколом. Мне пришлось его здесь крутить, вертеть. Так, ну, у его противников пока не очень огромный стол. В принципе, как и у него. Усиления точка нет. Зато рубрика все по 2. Я вот как-то раз купил луну. Сидел полностью в экономику. Чисто так, знаете, поделюсь с вами жизненной историей. Я думаю, сейчас многим в глаз что-то попадет от такой истории. Короче, купил я луну. На втором раунде пришла мне еще одна луна. Я такой думаю: опа, ранняя луна в 2 звезды. И барабанная дробь. Я просидел с луной до 10-го, нет, до 15-го раунда. И она мне просто не апнулась в 2 звезды. Как вам? У меня легионка, которая в 3-м тире находится, апнулась в 2 звезды быстрее, нежели луна. Прикольно, да? Я тоже так посчитал. Обалденно, нечего делать. Надеюсь, знаете, в этой игре будет что-то нестандартное, что-то интересное. Очень на это надеюсь.
Ребят, сразу хочу сказать, если вы мне скидываете ролики с антимагом, керри и все такое, мне это не очень интересно смотреть, потому что антимаг это имба, имба патча, и мне очень интересно смотреть на нестандартные сборки. Да, я в любом случае прокомментирую вашего антимага, Манки Кинга, то есть прокомментирую. Ну просто это будет не так интересно. Не, ну если там нереально потная игра, окей, это будет очень интересно. Что там прям антимаг, не знаю, отыграл второй ролью, третьей ролью, иногда первой ролью выступал, то есть это было бы прикольно. Или там, где расстановку вы меняли, переигрывали друг друга. Короче, вы меня поняли, что я имею в виду, да? Все, поэтому я не буду, скажем так, растягивать вот этот вот монолог на 1000 лет. Давайте лучше насладимся игрой. Так, Фурион в 2 звезды. Хорошо, а Рок Войны ты не взял тогда, да? Я ж надеюсь, ты этот Рок Войны не скипнул вначале. На самом деле, Фурион в 2 звезды сейчас ему больше сделает, нежели Луна. А если бы у него еще и был Рок Войны, то Фурион бы нормально накидывал. Он бы там пеньков сумонил, прям душил бы душил. Так, красиво делает. Предметы только перекинь Фуриона. Ай-яй-яй. Предметы перекинь, предметы перекинь. Перекинь! Сначала перекидываем предметы, потом ролим. Ты просто сейчас не докинул 300 хп, не докинул минус 6 брони. Ой, короче, ладно, ты это, думаю, прекрасно и сам понял. Долго думал, долго думал. Ну ничего. Хотя нет, на самом деле, чё? Потому что на таких мелочах игра и строится. Но тут на самом деле Луна в 2 звезды, поэтому пеньки Фуриона особо не душат. Но на самом деле было бы у него плюс 300 хп сейчас и минус 6 брони. Но он в любом случае вынес. Ладно, забудьте все, что я говорил. Пеньки задушили. Не, Фурион как герой мне нравится на старте. Там, кстати, 2 винстрика по 5 единиц. У одного деньги есть, у одного денег нету. Интересно. Ставим ставку. На каком раунде придет ему Луна в 2 звезды? Я думаю, он ее продаст. Третья ставка, я думаю, он ее продаст. Он ее даже в 2 звезды собирать не будет. Он ее тупо продаст. Так что вот так. Так что вот так. По легендарным фигурам, что я здесь вижу? Тут есть Зевс, Лич, Минер. Скорее всего, здесь соберутся маги-драконы. Тут он проиграл, тут куча цвет. А, кстати, я как-то пролюбил момент. Он перекинул минус 6 брони. Итак, я уже чувствую, нервы его напряжены. В скором времени он Луну продаст 100%. А, он не перекинул минус 6 брони. А вот не взял Рок Войны на старте. Все. Лови ответку. Бок рандома. Минус 6 брони перекинь. Перекинь минус 6 брони. Почему ты не перекидываешь минус 6 брони из Луны? Расстановку еще поправь немного. Тинкер должен жить. Как минимум он 2 раза должен был закастить ракетки, а он закастит 1 раз ракетки. Баф еще упал на Абадона. Почему ты не перекинул минус 6 брони? Я сейчас не понял. Ты сейчас, кстати, можешь выйти в 50 монет плюс. Интересно, ты это сделаешь или не сделаешь? Сделаешь или не сделаешь? Нет, не сделаешь. Походу отвлекся или что? Хотя на самом деле я бы на его месте все-таки бы вышел в 50 монет плюс. Ну ладно. Как бы это сделал, продал бы Луну. Опа. Опа. А что за реликвию взял? Кстати, я микрофон так криво поставил. Ребят, моя ставка, если что, сыграла. Он продал по итогу Луну. Так что... Вы понимаете, да? Опять так долго ты перекидываешь предметы. Так, Виллер, на что ты отвлекался? На что ты отвлекался? И что ты за реликвию взял? Я что-то не увидел. У меня просто, понимаете, я микрофон забыл поправить от предыдущей игры. Кстати,
Кто дневной ролик не видел, обязательно посмотрите, потому что это был самый сильный билд в игре. Такую сборку, я уверен, что никто не видел. Может быть, когда-то там видели, но я на 90% уверен, что большинство не видело. Вот так скажу. Не никто не видел, а вот именно большинство не видело такой сборки. Что за реликвию ты взял? Я, короче, если что, микрофон неправильно поставил. Я просто не хочу сейчас его дергать, потому что будут лишние шумы. А зачем оно нам надо, правильно? Вот. И у меня микрофон немного закрыл реликвию. Короче, надо его пониже сделать, немножко подогнуть. Ну, короче, ладно, не важно. Все. Не буду засорять эфир этим. О, шлем РС он взял. Верит в шлем РС. Я на самом деле вообще этот шлем РС ненавижу. Что вы понимали, я сколько раз играл через этот шлем РС, сколько раз его использовал на 7 уровне. Мне просто вот такой коричневый палец приносил этот шлем РС, что не передать словами. Серьезно. Так обидно было. Зато моим противникам под шлемом РС приносил так хорошо легендарные фигуры. Я до сих пор помню тот момент, когда я на 10 уровне не смог найти себе темпларку в 2 звезды, зато парень у противника берсерка собрал на 7 уровне в 2 звезды. У меня тогда челюсть напрочь отлетела. Улетела с петель. А, вот что он делает. Он будет играть через зверей. А вот это мне нравится. А как ты будешь играть через зверей? Вот это интересно. Посмотрю на реализацию зверей. Тинкера хочет 2 звезды. Это, походу, то ли бот, то ли что. Странная расстановка. Надо тинкеров с первой линии, как по мне, убрать. Потому что надо, чтобы они обязательно кастовали свои ракетки. Один тинкер там может даже 2 пары ракеток закинуть. Да, пеньки без рога войны туго делают. Я, кстати, говорил, что звери на все времена это мета. Очень легко играть на зверях. Максимально легко. Особенно если играть через полный спам, то очень легко играть через зверей, серьезно. Звери нормально так разносят. Это мета на все времена. Особенно если вам повезло еще и с предметами, а если вам еще и повезло с друидами, то забейте. Звери разносят все и вся. Рыцарей, там, магов, драконов тоже может разнести. Не, на самом деле, если там будет огромный маг-дракон, то царство небесное. Не помогут вам звери через спам. Но тоже, тут обоюдоострый меч. Может, у вас будут огромные звери с идеальными предметами. Допустим, с первого раза найдете Некромикон, Рефрешер, волшебное зеркало, там, рог войны, драконий рог. То есть, ну, звери на спаме могут спокойно выносить. Я уже не раз показывал, что звери через спам нормально выносят. Нормально так сносят лицо. Ему бы сейчас усиление, было бы хорошо. Сейчас лон друида найдет. Там уже кто-то Тайда открыл, понимаю. Сильно. 7 уровень. Кто-то с помощью шлема АРС нашел себе Тайда. Понимаете, в чем прикол? Баф 4 зверей, хорошо. Давай пробовать еще раз предмет первого тира найти. Чтобы от мобов не отлететь. Расстановку нужно поменять, потому что Фурион, если умрет, будет больно. А, уже поздно, уже поздно, поздно. Нет, только не ману плюс 50. Как же тебе не фартит? Ой, как тебе не фартит? Кстати, хорошо мобы через... Если что, у него остался последний ролл. Ему сейчас люто не фартит на этот рок войны. Ой, да, как же ему не фартит. Я прям чувствую его боль через экран, понимаете? Настолько ему не фартит насчет рога войны. Капец. О! Зато с мобов упал. Не, ну бог рандома здесь красавчик. Здесь я уважаю его. Бог рандома молодец. Спасибо тебе большое. Так, Трента покупаем.
Опа. Ты увидел, надеюсь, да? Рок войны упал. Сейчас пеньки будут разрывать. Магов не собираются, но там есть неприятный темный лорд. Я бы на самом деле рольнул предметы. Что он и делает, кстати. Ну, пойдет. В принципе, на сдачу пойдет. Все, предметы у него хороши. Так вот вопрос. Мана плюс 50 находится в Тинкере до сих пор или в ком? Надо, кстати, Тинкера убрать, поставить ТНТ. Поставить ТНТ вместо Тинкера. Это ж твой танк, это плюс отхил. Так, Виллер. У меня есть подозрение, что ты не полностью погружен в игру. Тебя кто-то отвлекает. Есть такое у меня, знаете, подозрение. Рыцари, кстати, здесь его вынесли, но там Луна порвала. Это по-любому из-за того, что ты Трента не захотел поставить вместо Тинкера. По-любому из-за этого. 100%. Продай Тинкера, поставь Трента. Активирую миндальную связь. Пора ставить Трента вместо Тинкера. Зачем тебе этот Тинкер, если у тебя есть Трент? Ну, будем надеяться, что он меня услышал. Там, кстати, собирают шаманов. Гоблин-убийцев 3 звезды там 100% будут. Либо древние плюс гоблины. Либо что-то такое. Так, еще одни рыцари. Ой-ю! Не, тебе надо 100% убрать кольцо из Фуриона. Надо 100% убирать. Потому что он прыгнул прям в середину вот этой всей толпы. Я думаю, на 8 уровне он будет ролиться, а на 8 уровне он себе найдет лон-друида и будет уже идти на усиление. Плюс шлем Ареса активирует. Там шанс выпадения на фиолетовую фигуру будет намного выше. Ману плюс 50 отдай-то. Ману плюс 50 отдай-то, говорю. Давай, активируй, может что-то придет. Поверим в этот шлем Ареса. Я бы уже Тинкера 10 раз продал, на самом деле. Типа у него есть вот убийца полуорк. Я бы его поставил вместо Тинкера, они бы там хотя бы набегали. Темного лорда взял, окей, пойдет. Ай-яй-яй, Тинкер не успел ракетки закастить. Кстати, это шаманы. Тайд в 2 звезды появился. Прикол. Жить, жить. Не, ему надо усиливаться. Если он сейчас не пойдет ролить, то он даже может не вытащить ничего. Ситуация максимально опасная. Тренд 2 звезды, хорошо. Рыжий лист тоже отлично. Продавай Тинкера. Это ж такое. Фуриончик бери. Пригодится. Зачем тебе Тинкер? Бери Тинкера. Тинкер у тебя стоит как этот. Как брелок. На удачу. Ой, нос зачухался, чихать буду. Не буду. Надурил. Не, у него ужасная ситуация. Но он сейчас ролится, может сейчас найдет усиление себе. О! 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 И змейка пришла. Отлично. Ну, змейку надо брать. Бери змейку. Отлично. Лон-друида поставь вместо Тускара. Не, лон-друида. Да. Хорош. Остальной щит, кстати, можно закинуть в Трента пока что. Но ему сейчас надо ролиться, пока он не найдет нормальное усиление. Надо убирать вот это вот кольцо, которое дает ману. Фурион умирает слишком быстро. Он прыгает в задние ряды к врагам, и его начинают все мутузить. И все.
Антимаг, но он не берет. Хорошо, играет на мужика. МК тоже не взял. Лондруид в 2 звезды, хорошо. А чё ты не проверяешь легендарные фигуры? Может, там тоже лич был, который не раскрыт. Хотя, по-моему, лич и раскрыт. Ну, по-моему, не раскрыт. Или раскрыт. Я не помню. Посмотри, что там у тебя за реликвия упала. Посмотри. Посмотри на реликвию. Посмотри на реликвию. Яйца. Или сумка пандамена. И то хорошо. На самом деле и то очень даже хорошо. Рок... Сильно. Но я бы духа пятерку, кстати, поменял бы обратно на Фуриона. Ты все-таки играешь на зверях, ты играешь на сумонах. И Фурион же сумонит пеньков. Ну, как бы, я бы оставил Фуриона. Призывные существа там наносят намного больше урона. Ну, ладно, хозяин-барин. У тебя просто нету никакого контроля. Дух пятерка бессмыслен. Мишаня, пошли в ход. Пошли разбираться. Винстрик первый пошел. Хотел сказать шанс 1% выпадения на легендарные фигуры, но то по итогу-то у него не 1%, а 3. Тускара продай, ну вон у тебя бесполезная фигура стоит. Духа пятерку пока просто убери. Найдешь МК, поставишь МК. МК будет накидывать свою палку, и, соответственно, это будет стан, это будет триггер на духа пятерку. Поставь сейчас Фуриона. Ну, нет, так нет. Не хочешь, как хочешь. Но я думаю, после просмотра этого ролика ты поймешь эту ошибку, и в следующий раз ты сыграешь на спаме намного лучше. Так, чувак вылетел, хорошо. Находи рок войны, закидывай Фуриона. Продай, он тебе не нужен. Да не нужен он тебе! Зачем он тебе нужен? Не надо он тебе. Хорош. Только продай его. Он у тебя на скамейке стоит. Не он. Справа от него. Ну да, там, кстати, лич был... Куда ты друидов продал? Ты зачем друидов продал? Сказать, что я в шоке? Это все равно, что ничего не сказать. Яйцо. Хорошо. Раз ты так сделал, поставь МК. Дух пятерка в 2 звезды ранее, это сильно. Поставь Манки Кинга, чтобы у тебя был хоть какой-то триггер для духа пятерки. Я буду сейчас орать. Визжать как... Опа, винстрик. Минус 21, сюда. Зверя охотника надо собирать по-любому, потому что он увеличивает урон от сумонов. Трента можешь не собирать, забей. Ну ладно. Но МК нужно по-любому поставить, потому что, ну,
Дух пятерка не триггерится никаким образом. Только не продай этого, пожалуйста, просто не продай этого друида. Тебе нужно каким-то образом повышать себе лон друида. Просто не продай его. Договорились? Договорились. Все. Там драконы шамана собираются через магов. Интересно. А, это, наверное, парень захотел повторить мою сборку. Там, где я собрал 6 шаманов и 5 драконов. Поэтому, ребят, я рекомендую посмотреть дневной ролик. Потому что это слишком сильно было. Как хорошо ему идет. Плюс 5 монет на базу. Поставь вместо минера. Вместо минера ставь. Потому что это будет стан. И это, соответственно, триггер для духа пятерки. Он решил тут просто выйти из инкама и поставить его вместе с минером. Ну ладно. Плюс баф чернокнижников поставил, кстати. Неплохо. Но МК ему надо по-любому будет собирать. Оп, сюда. И Тайд. И Берсерк. Но Тайда надо оставить. Фуриона пролюбил. Берсерк оставит. Поставь Тайда. Тебе надо триггер для духа пятерки. Может, Тайда? У тебя дух пятерка просто не работает никак. А с Тайдом работать будет. МК поставить вместо Инчи. Так, этот парень тоже с винстриком. А он его забирает. Хорош. Рвет. Ну вот потенциал, видите, духа пятерки не очень раскрывается. Да, там Берсерк нормально урона накидал, но все же. Оп, еще одно яйцо. Зачем тебе реликвия яиц, когда тебе так яйца падают, а? Я не понимаю. Еще один рок войны упал, хорошо. Только не скажи, что ты рефрешер еще сейчас вытащишь. Ага, рок войны захотел оставить, это хорошо. Двухзвездочную продай. МК поставь. Однозвездочную оставь. Пригодится. Для друидов пригодится. На самом деле у противников ужасно слабые столы. Он их спокойно всех уничтожит. Никто не сможет ему дать отпор. Ни один из них. Знаете, надо прилепить сюда мем, там где дух пятерка стоит, и у него просто слеза из глаз течет. Он и так выносит. Но просто было бы сильнее, если бы он поставил Тайда. Опа, лон-друид. Оп, а друида не хватает, да? Вот вот, да. Эх. Я ждал этого момента. Я ждал. Кливер, продам тебе не нужен. Да, давай. Рефрешер. Нет рефрешера. Ну, цепочку можно взять для духа пятерки. Тоже будет приятно. Плюс контроль, но... Хозяин барин, давай, что ты решишь? Рандомить. Башер. Вообще прекрасно. Башер... Не то, что хотелось бы. Там все, он всех рвет. Там слишком слабые противники. Мой любимый зоопарк. Обожаю зоопарк. Очень легко на нем играть. Очень легко выносить. Много не требует. Горный вождь еще раскрылся. Хорошо. Ну давай, ставь горного вождя вместо Энчи.
Хорошо. А инчу продай, у тебя одна есть. Это плюс бабки будет. Там вообще дракон, шаман, маг на первом месте. Но это будет ненадолго. Вот теперь, кстати, есть триггер для духа пятерки, потому что горный вождь, когда будет бить об пол, то он, соответственно, будет станить. Оу. А это больно. Но плевать. Самое главное не пропустить друидов. А МК не хочешь брать? Не взял. А почему не продал старую инчу? Опа, вспомнил, что у него 2 инчи. Все, после этого ролика, короче, Вильяр от меня отписывается. Такой сказал, да зачем мне эту критику вот это вот слушать? Но он знает, я любя. Куда? А зачем ты так с ним поступил? Там гоблин мех, кстати, собрался. А почему ты выдур продал? Я ж дар речи потерял. Почему ты продал выдру? Пинг прекрасный, кстати. Ему так яйца идут без активированной реликвии яиц? Серьезно. Я просто сейчас в шоке от того, что происходит здесь, понимаете? В полном шоке. Я думаю, вы только что тоже от таких вот действий в максимальном шоке. Ладно. Давайте так. Я в течение ролика, в принципе, все высказал. Но вот это вот действие с лон-друидом выше всяких похвал. Ну, просто аплодирую стоя. Ну, это жестко. Это очень жестко. Еще одни некра. Берем. Но тут я могу обосновать тем, что он, скорее всего, в духа пятерку закидывает из-за того, что он двухзвездочный. Потому что когда дух пятерка сейчас будет призывать некра, то, соответственно, они будут трехзвездочные появляться. А еще там гигантский гоблин мех собирается. Но, кстати, этот гоблин мех может его и вынести, если там гоблин мех правильный. Или нет? Нет, там слишком много некров появилось, они просто выжигают ману, взрывают. Ой, и Манки Кинг бьет палкой. Ну, в принципе, мы все сами видим. Но на самом деле, гоблин мех имеет все шансы его вынести. Да, шансы у него есть огромные вынести его. Берегсерк огромный, еще и... Но он просто дал прожить этому гоблину меху, если честно. Просто дал ему пожить. Вильяр эту игру мог на самом деле намного быстрее закончить. Вот прям в разы быстрее. Просто он, скажем так, сам дал ему вырасти.
Не трогай. Не трогай. Фух. Если он Варлока соберет в 2 звезды, а я надеюсь, он соберет, он перекинет Некра в Варлока, и будет очень приятно. Будет нормально. Будет шикарно. Кстати, кто вдруг не знает, как работает Некра, то в каком-то патче они Некра бафнули. И теперь Некра, которые ближнего боя, они взрываются, которого дальнего боя, они выжигают ману. Это прям такой приятный баф. Они не бафаются с помощью рога войны. Да, Виллер просто дал вот этому вот гоблину меху пожить, и гоблин мех становится огромный из-за этого. И вот из-за этого такие огромные проблемы. Если он сейчас отлетит в топ-2, это будет максимально обидно. Ну, я за него болею всем сердцем. Он просто на самом деле мог намного быстрее закончить игру. Ладно, в конце ролика подведем итог. Ой, хорошо, станчик от МК прилетел. Не, надо на 35-й раунд. И я надеюсь, что на 35-м раунде ему упадет нужные предметы. Просто с каждым разом сейчас гоблин мех становится все больше и больше из-за того, что у него золотые роллы появляются там. Ой, меха убей меха, убей меха! Хорош! Меха убил, золотые роллы не получит. И его вынес сейчас, отлично. Корни от Мишки так напрокали. Вот, кстати, Мишаня, это еще тот приколист. Мишаня может так корни накидать. Кстати, ты сейчас зря потратил деньги, потому что надо было потратить деньги после раунда с мобами, чтобы получить еще и процент от твоего инкама. Кстати, твой берсерк вообще урона не наносит, я бы его вообще продал бы, поставил бы Тайда. Жди, 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 не спеши. Жди, не спеши, тебе рефрешер надо найти. Ух, мне на мгновение показалось, что он переделал предметы. Сейчас упадет ему рефрешер, будет отлично. И обезоруш, если упадет, вообще будет вдвойне отлично. Так, у него там уже 2 предмета, есть шар бездны, который он может рольнуть. Давай, рефрешер находи. Рефрешер. Третья пара некров. Хорошо. Рефрешер. Да ее... 4-я пара некров. Фиолетовый. Не-не-не, фиолет... Да, сюда, в них закидывай. Тонна зомбарей. Из собаки надо выкинуть, потому что там не появятся 3-звездочные зомбари. Из фиолетовых фигур, по-моему, 2-звездочных появляются 3-звездочные зомбари, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, то в действительности с фиолетовой фигурой... Ну, мы сейчас это увидим. Он в рыжего лиса закинул. И там, кстати, берсерк с перчаткой. Это неприятно. Надо из собаки, наверное, выкинуть. А ну, сейчас смотрим. С рыжего лиса какие вылупляются? 2-звездочные. Ладно, тогда забей. Тогда просто надо забить. Вот Тайт, смотрите, насколько порешал. Сколько контроля накидал. Боже, он его вынес. А там просто чел, походу, на берсерке не понимает, что чистый урон не дает отхил. Берсерк 2 звезды, хорош. В берсерка некромикона дай. Хорош. Сейчас у него будет появляться то... Ну, это конечное, скорее всего, будет. Жалко, конечно, что Варлок не в 2 звезды пришел, а именно берсерк. Ну, кто знал, кто знал. Не, он мог, конечно, купить берсерка, поролиться немного и посмотреть, придет ли ему Варлок. Пришел бы ему Варлок, сделал 2-звездочного Варлока, закинул бы в этого Варлока некромикон. И там бы големы вдвойне спамились.
ставит 2 звезды. Там чел жесткую ошибку допустил на берсерке. Он нашел перчатку себе демонов. Боже, какая орава зомбарей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ошибку допустил берсерк. Если бы берсерк не взял бы себе эту перчатку 4-го тира, то Виллер бы, скорее всего, мог проиграть. Ладья 9. Или это слон 9. А ну-ка в комментариях, если что, поправьте. Вообще-то камень 9. По-моему, это ладья. По-моему, ладья. Четыре пары некромиконов. Это сильно. А что там у этого берсерка? Смазка 5-го тира сидит и с перчаткой, да? Ну покажи. Да, гений! Гений! Так, ну, в принципе, на этом и закончим. По поводу игры. По поводу друидов я сказал. По поводу апгрейда лон друидов 3 звезды я чуть вообще не выпал. Вот это вот апгрейд заслуживает уважения. Ты, кстати, мог здесь в этой игре собрать себе 2 лон друидов 3 звезды. У тебя была реликвия яиц, и у тебя были лон друиды. Ты мог спокойно это сделать, но ты попродавал друидов. Зачем сделал, не понял. Духа 5 ты в 2 звезды, конечно, поставил, но почему-то не поставил контроль. Тоже непонятно. Но, в принципе, что хочу сказать по поводу игры. 4 пары некромиконов. Игра мне зашла. Вот серьезно, вот именно забавная игра получилась. Необычная. Поржал над ошибками. Поправил, соответственно, да. Дал свой совет. На 75% мне игра все-таки зашла. На 25% я с лютым, скажем так, каменным лицом сидел. Вообще, на самом деле, типа, Виллер наделал ошибок, и противник его, это просто гений. Он увидел перчатку, у него глаза кровью налились, и все. Он взял эту перчатку, а у него маска 5-го тира такая. Хе-хе-хе. А что, для тебя какая-то шутка? Он бы мог эту перчатку закинуть того же самого минера. А у него минер в 1 звезду. Ну, в Тайда, окей. Ну, зачем это делать? Правильно, зачем думать? В общем, Виллер, надеюсь, те советы, которые я дал в этом ролике, тебе пригодятся. Надеюсь, урок для себя выяснил. Все такое. В целом я доволен. Потратил время не зря. Мне понравилось. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Также не забудьте поддержать этот ролик своим лайком, чтобы он продвинулся в тренде рекомендаций. Если вы на меня еще не подписаны, обязательно подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!